Привет, любители-профессионалы! Сегодня у нас крайне познавательный ролик, поэтому если вы досмотрите его до конца, то я покажу вам пару необходимых цифр, применять которые вы легко сможете на протяжении всей оставшейся жизни. И даже если сами вы не работаете руками, зато легко сможете блеснуть интеллектом перед рукожопами, которые попадают не в размер, а пальцем в попу. Честно говоря, до недавнего времени я сам больше опирался не на цифры, а на жизненный опыт. Но стоило мне пару раз незначительно промахнуться, и я понял, что лучше один раз вывести коэффициент, чем вся эта постоянная свистопляска с кондукторами, чтобы уже точно попасть в размер. Ну а те ребята ближе к теме. Все мастера знают, что если огибать какую-то окружность, то диаметр получившейся заготовки будет немного больше огибаемой окружности. С малыми радиусами, естественно, отклонения незначительные, а вот с большими все не так просто. Поэтому сегодня я выведу понижающий коэффициент, а также составлю небольшую формулу, подставляя в которую свои значения, вы легко разрулите все эти цифры. Кто-то может сказать: да возьми ты просто трубогиб и лепи свои радиусы с точностью до миллиметра. Возможно. Но первое, у трубогиба с малыми радиусами большие проблемы. В кольцах у него гораздо больше отходов. Это было второе, ну а третье, то что по скорости изготовления он очень сильно проигрывает даже самому примитивному кондуктору. С этим вроде разобрались, идем дальше. Все наши показания мы будем записывать на вот такую картонку. Сделаем здесь небольшую табличку. Поэтому, ребята, если вы прогуляли школу за 6 класс, то просто смотрите, не вникая. Итак, 15-я труба у меня уже согнута 4 различными радиусами. Пару колец у меня осталось от ролика про примитивный кондуктор, его же мы будем использовать, поэтому сейчас мы его крепим к столу и гнем на нем 20-ю трубу, 8-ку и 10-ку. Сразу, ребята, предвижу кучу комментариев от тех, кому эти цифры нахрен не сдались. Другие же, наоборот, пользовались ими прямо с 70-х годов прошлого столетия, ну а кто-то даже родился с этими знаниями. Мне же, к сожалению, ничего подобного на глаза не попадалось, поэтому приходится все делать самому. Поэтому продолжаем и делаем кольца из 20-й трубы. Как видите, все быстро и довольно ровно. Совсем забыл, ребята, что внутренний круг на моем кондукторе рассчитан только под 15-ю трубу. Поэтому берем кондуктор поменьше и идем к ручному станку. А вот здесь 20-й профиль из-за малого радиуса гнуть довольно проблематично. Но ничего, справился, и, на мой взгляд, получилось относительно ровно. Но гнуть 20-ку на станке и таким радиусом я даже не буду пробовать. Дальше у нас по списку 8-й и 10-й кругляк, и работать с ними одно удовольствие. Кстати, в плюс этому кондуктору. Гнуть на трубогибе арматуру или кругляк – та еще веселуха. А здесь все гладко и четко. Все, ребят, честно говоря, надоело мне все это гнуть. Померил я 10-ку с 8-кой, оказались они практически одинаковые, поэтому не стал я их дублировать. Да и дело это, честно говоря, неблагодарное. Гну и думаю. Проделаю сейчас всю грязную работу, сделаю готовую выкладку, а хер кто спасибо скажет. С этим я уже сталкивался, когда показал обратный завиток для холодной ковки. Многие мастера подхватили идею, ну а некоторые соотечественники даже начали выпускать эти кондуктора. И мало того, что не сказали спасибо, а еще норовят макнуть меня головой в дерьмо. Но не будем больше о грустном, а сейчас просто замеряем диаметры всех наших кондукторов, а также заготовок, и составляем небольшую таблицу. Ребят, конечно, понятно, что о никаких сотках и десятках здесь речи не идет, но все равно стараюсь сделать замер поточнее. Делаю 2-3 промера и среднее записываю в таблицу. Кстати, в размерах получившихся колец нас интересует внутренний диаметр. На моих кольцах размер пляшет 1-2 мм, плюс меряем мы китайской рулеткой, поэтому погрешность не буду томить вас всеми этими измерениями. К тому же, что касается 10-ки и 8-ки, то погрешность будет довольно большая, потому что материал слишком мягкий. Отсюда и трудности с более-менее адекватным промером. Так что после того, как подсчеты всего, что нагнули, закончены, переходим к самому интересному, будем выводить коэффициент. Сначала для того, что меня больше всего интересует, это 15-я труба. Напоминаю, что стенка у нее 1,5 мм.
Ну а для того, чтобы вывести понижающий коэффициент, который, кстати, нам и нужен для расчета и постройки кондукторов, надо меньшее число разделить на большее. Делаем до 4 раза по количеству готовых колец и выводим среднее арифметическое. И хоть получилось оно у нас 0,93, но в своих расчетах и вам рекомендую использовать цифру 0,9. Во-первых, считать удобно, во-вторых, получается кольцо немного меньшего диаметра, а как известно, разогнуть гораздо легче, чем красиво согнуть. Да и с такими расчетами, я думаю, 3 сотками можно пренебречь. Ну а теперь обещанная примитивная формула. Итак, чтобы узнать диаметр необходимого нам кондуктора, берем диаметр заготовки, отнимаем от него двойную толщину нашего профиля, тем самым узнаем внутренний диаметр, и умножаем на понижающий коэффициент. Все просто, ребята, к бабке не ходи. Ну а для тех, кто не понял, наглядный пример. Допустим, нам кровь из носа надо до утра сделать 50 колец диаметром 320 мм из 15 трубы. Поэтому мы быстренько подставляем все это в формулу. От 320 отнимаем толщину нашего профиля в двойном размере, это 30 мм, и умножаем на понижающий коэффициент. На выходе получаем 261 мм. Именно такого диаметра нам необходимо сделать кондуктор, поэтому чертим, быстренько выгибаем, тратим на все 20 минут, потом еще 1,5 часа на кольца и как финал, заказчик у нас с кольцами, ну а мы с неплохими деньгами. Теперь, когда мы знаем понижающий коэффициент, вернее взяли его приблизительно в размере 0,9, понятно, что повышающий коэффициент у нас будет где-то порядка 1,1. А это значит, чтобы узнать диаметр кольца, который мы получим на выходе, нам надо просто взять диаметр кондуктора, умножить на повышающий коэффициент и прибавить толщину материала. Кстати, у 20-го профиля диаметры получились внутренние почему-то немного меньше, сам удивлен, но коэффициент практически в тех же допусках. Поэтому если просто визуально сложить две заготовки, то можно видеть, что заготовка из 20-й трубы шире всего лишь на пару миллиметров. То есть две наши формулы надо просто вместо 30 мм подставить 40 и радоваться. Что касается десятки и восьмерки, то там коэффициент, наверное, получается 0,88. Почему-то я заметил, чем легче гнется материал, тем больше у него диаметр. Кстати, с восьмеркой немного не сходилось, пока я не увидел, что просто неправильно записал один размер. Вот и все. Ну а на сегодня, ребята, я думаю, пора заканчивать. Поэтому, если вы из тех, кто не дружит с цифрами и для кого все это слишком сложно, то просто пользуйтесь готовой формулой и будет вам счастье. Но если вы понимаете, что я сделал хорошее дело, которое поможет вам минимизировать расходы, сэкономит время и материалы, то с вас, конечно же, лайк, подписка и комментарий. Ну а дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, прорвемся. И напоследок, ребята, я прекрасно понимаю, что все мои цифры не идеальны. Поэтому, может быть, кто-то из критиков проведет настоящий эксперимент. Сделает по 50 замеров для каждой из труб, соблюдая температурный режим и постоянство приложенной силы для каждой изготовки. Возможно, что зависимость при этом получится нелинейная, но зато выведет коэффициент вплоть до сотых. Я думаю, все мастера за этот эксперимент и обнародованные результаты скажут ему огромное спасибо. Ну а до этого момента мне придется просто пользоваться своими цифрами.